Вы на канале Технокарта, с вами Антон. Сегодня рассмотрим Radeon RX 6600 XT в игре Horizon Forbidden West 1080p, все настройки. Так, ну и давайте смотреть настройки. Так, настройки у нас такие. Сегодня Full HD. А сглаживание я оставляю, потому что, оставляю TA. Есть несколько вариантов сглаживания. Вы можете выбрать свое какое-то или вообще без него. Без него немного будет получше в плане производительности, с ним немного поменьше. Но я думаю, что большинство будет играть, особенно Full HD, не будут экономить 2 кадра, чтобы отключить сглаживание в целом. Масштабирование пока что мы убираем. Мы не будем зацикливаться на нем. Так, настройки графики пока что самые низкие. Да, ниже некуда. Пока что самые низкие. Подождите, это какие настройки? Это правда самые низкие? Прям что-то даже не верится. Очень низкие. Все они очень низкие. Тени можно вообще еще отключить. Ничего себе. Но это не считается даже низкими настройками. Я думаю, мы не дойдем до такого. Знаете, вот эти все типа излишества в плюс или в минус, мы не будем их проверять до тех пор, пока все в порядке. Вот мы видим открытая, более-менее, да, открытую местность. FPS просел до соточки. Довольно интересно, что как бы эта игра даже на низких настройках не радует нас каким-то высоким FPS, да. Но выглядит, конечно, это все. Даже вот самые низкие настройки, по сути. Конечно, текстуры мы можем видеть, что в открытом мире, да, вот этих вот растений, они, ну, такие довольно слабоватенькие. Он тоже был из дальнего зенита. Вот. Но в целом, конечно, наполнение мира как будто бы не сильно страдает от самых низких настроек. Я думаю, нам понятно примерно, а, что нас ожидает на низких настройках, да. Мы только что видели сражение. А вот это в среднем что-то около сотки FPS. Давайте переходить на следующий уровень настроек. Что у нас по параметрам? Видеопамяти занято меньше 6 гигабайт, да. Процессор, практически не загружен. Ладно, давайте смотреть. С очень низких переходим на низкие. Возвращаемся. Какие-то уже эффекты размытия появились немножко. Вместо 119 получаем, на том же месте 107. Так, я что-то не туда упал. Значит, по-прежнему проблем с игрой никаких. Я понимаю, что это довольно смешно звучит, все на низких настройках, но мне нравится проверять все настройки, какие есть, чтобы люди могли сделать какие-то выводы, например, по картам, так скажем, близким картам, по производительности. У кого-то есть карта, которая чуть быстрее, и он такой скажет, мне, конечно, низкий неинтересно, но вот я вижу, как на высоких работает у тебя, и посмотрю, как будет работать у меня. То есть буду представлять, так скажем. И то же самое работает и в обратную сторону. У кого-то нет 6600 XT, но может быть есть просто 6600, которая близко очень по производительности находится. Он посмотрит и скажет, понятно, у меня будет чуть немного меньше. Боже, сейчас, наверное, будет этот босс. И что, я буду бороться с боссом? — 85 FPS, смотрите, как уже просело как. Должны на них были нападать, но я думаю, то, что самое лучшее, что я могу сделать, это именно напасть. Да. А где второй? Где второй? Так, не без лагов, но где-то около 80 кадров в замесах мы получаем. Знаете, это уже довольно тревожно, потому что, FPS все меньше и меньше, и мы уже подбираемся к району 60 кадрам, при том, что, подбираемся к 60 кадрам. Ладно, давайте дальше посмотрим. Итак, это у нас низкие настройки. Мы переходим на средние. Средние настройки.
Прям качество освещения заметно ушло вперед. Думаю, что текстуры некоторых объектов, ну, вообще в целом объектов стало побольше. В том числе. На средних настройках мы получаем те же от 80, но которые будут проседать, да, дальше. То есть, если бы у нас сейчас было бы очень низкий, мы бы получали бы свыше 100. На низких около 90. И сейчас около... Ну, сейчас вот опять повыше стало. А вот около 80 все-таки. Дальней части лестницы. К сожалению, пока что нету здесь какого-то большого открытого мира. Количество объектов в кадре, конечно, поражает иногда. И игра все-таки идет достаточно высоким фреймрейтом. Ну, конечно, игра довольно красивая. Но вот когда мы посмотрели там полностью вдаль, оказалось, что это вообще там, 60 кадров. Целых 3 машины. Что ж, на средних настройках все это выглядит просто потрясающе, конечно. Много объектов. Может, Очень... использовать копье, уберечь боеприпасы. Черт, не успел. Так, думаю, самое время включить настройки еще выше. Итак, у нас высокие настройки качества без применения методов масштабирования. FPS уже все, уже подобрался 55. Есть провалы. Есть провалы. Но играть все еще можно. В принципе, на высоких настройках игра, конечно же, выглядит лучше, чем на низких. Так, да, дальше. Туда. Так, там наверху балка. Попробую прыгнуть и зацепиться за нее крюком. Большой разброс очень кадров. То 55, то 70. Конечно, разброс такой очень большой. Это высокие настройки качества. Обратите внимание, видеопамяти уже 7 гигабайт. Было 5,7 на там слабых настройках, да, на разных. Теперь уже 7. И по сути остается один только гигабайт свободный. Поэтому как эта видеокарта будет переносить более высокое разрешение, это еще вопрос. Ну что ж, я пока не вижу боя, но вот Челнок держится на тех огромных зажимах. перед боем, по крайней мере, ну, в обычных таких сценах, да, можно убедиться, что игра идет в порядке. Правда, вот, конечно, мы уже видели проседание до 55, но в целом, как бы, играть можно. И снова машина. Чудесно. Минус машины внизу. Что бы это ни значило. Да, они прям стоят и смотрят. Когда же эта штука на нас свалится, да? Чат ГПТ уже бы догадался. Челнок повис на камне. Сейчас что-то будет. Бедные змейки. Все будет хорошо, Элой, не переживай, это просто кат-сцена. $59. Итак, сейчас у нас будет босс, правильно? Похоже, ее прижало. FPS прям не очень большой. Коробочка. Я вообще не могу прицелиться в нее, честно говоря. Да, она, походу, наконец-то освободился. Правильно ли я понимаю? Вот же ж она вырвалась. Ей что, надо срочно говорить. Нужна ловушка или заморозка. Или, может, мой визор найдет что-нибудь. Я не думаю, что тебе визор поможет. Ого.
Неужели все? Готово. Боже. Наконец-то. Я думаю, что пора переходить на следующий уровень еще дальше. Я думаю, что это возможно. Высокие настройки без какого-либо масштабирования вполне возможно. Максимальные настройки. Все, выше настроек нет. И у нас 62 кадра, 65 кадров. Но это, правда, здесь вот 50. Интересно, что картинка вроде бы с одной стороны стала лучше, а с другой стороны замыленность какая-то появилась. Видимо, какая-то настройка за это отвечает. Так. И 54. Ну, в общем, не очень хорошо. Давайте сейчас куда-нибудь выйдем отсюда. Но мне надо продолжать. До 40 FPS у нас проседает в кат-сцене все. Я пожертвую. 39, 37, что случилось-то? Подвергать опасности. Видеопамять 6.3, видеопамяти хватает. Сделаю сам. А, Ход вам. Только мой. проблемы большой нет. Подожди. Как бы проблема в том, что карта не тянет 99% нагрузка. На таких настройках уже все. Меньше, да меньше, чем 40. Проседает и... Ну, главная проблема на самом деле не в этом. Как вы знаете, Мы не общались FPS, после битвы против главное, чтобы он был стабильным, потому что если у вас абсолютно железно стабильный FPS 30, да, это не быстро, но с этим можно что-то делать и в ряд игр играть с частотой 30 FPS, но если он железно 30, ни больше, ни меньше. Если он у вас то 70, то 60, то 40, вы будете постоянно чувствовать эти колебания. Вы не сможете привыкнуть к тому, что... Ну, какой-то определенной частоте. Вы прям будете замечать, что сейчас 60 кадров, и это нормально, и у вас все пошло побыстрее, а потом вдруг пойдет замес, и все будет падать до 40, вот 35. То есть вот эти рывки, они будут постоянно заметны. 35 кадров. 35 кадров совсем, конечно, не густо. 29 кадров, то есть все 28. Все хуже и хуже. Ну, на самом деле, здесь, конечно, еще происходит кэширование, новая область, много объектов. В общем, когда у вас такой фреймрейт, это называется рваный фреймрейт, то 30, то 50, это будет очень неприятно играть. Конечно, в кат-сцене этого вообще не заметно, все очень хорошо, потому что, ну, там как бы смотрим и смотрим. Но если во время игры будет происходить то же самое, будет очень нехорошо. Неудобно, неуютно это во все играть, поэтому с этим нужно что-то делать, нужно придумать. Ну, а думать здесь что? Нужно сейчас выйти на какую-то открытую область, ну или закрытую, где мало кадров, и попробовать посмотреть, что можно с этим сделать. Кстати, в городах традиционно, что я смотрю в разных играх, как ни странно, именно в городах число кадров FPS падает значительно. Вот здесь, может быть, будет та же история, сейчас посмотрим. Нет, вот у нас это место, даже вот взять, да, и здесь частота кадров низкая. Неважно почему, по каким причинам. То есть у нас здесь, вот, в зависимости от ракурса, то 40, то 56, то 40. 45. 42. Может быть, из-за обилия людей. Сейчас бы Эля. В общем, давайте посмотрим, что мы можем сделать с этим. Ну, здесь все понятно. Мы здесь ничего менять не будем. Максимальные настройки есть максимальные. Кстати, есть такая фича, ну, можно вот эту вот, но это в крайних случаях, можно вот эту вот настроечку покрутить. Если мы добавим ее в плюс, то у нас частота кадров уменьшится, потому что как бы в кадр попадает больше данных. Но если мы берем ее в минус, то у нас частота кадров увеличится. Плюс-минус 5 кадров это дает. Ну вот как бы думаете, надо оно вам или нет. Ну вот видите, 42, 47. И наоборот, 42, 39. Ну наоборот, даже вот не на 5, по-моему, да, убрало, а на 3. Но больше-то не факт, что нужно, но меньше на самом деле тоже нехорошо. Неудобно очень управление, но может быть не на этой карте, может быть на какой-то карте, на которой вообще плохо работает эта игра. Это может прям зарешать лишние там какие-то кадры. Потому что в процентном соотношении, что просто в кадрах 5 кадров, это ну неплохо от такой частоты. Отключать сглаживание, в общем, смысла большого нет. Динамическое разрешение не будем ставить. Давайте способ масштабирования. Вот FSR, X и S, ну, одинаково работают, но для AMD карты лучше, конечно, FSR. Начнем с качества. Применим. Что ж, картиночка у нас, с одной стороны, хотел сказать, подзамылилась, но нет, там вот этот вот эффект резкости, он все это усилил. И вроде как очень высокая четкость стала, даже как будто бы больше, чем надо, мне кажется. Не знаю. Как будто бы больше нужно. При этом я не вижу, чтобы что-то изменилось с частотой
фреймрейта. Ну, то есть, что с нас FPS? 37 кадров, 35 кадров. Не помогает, не помогает. То есть, как бы, где просто, вот где было там 45, она вырастает. Но где было там 35, 39, она не помогает особо. Я не знаю, что это дало. 3 кадра, 2 кадра. Но, с другой стороны, не могу сказать, что стало сильно хуже как-то. Но похоже, что чисто с точки зрения частоты кадров мало что дает. Производительность, баланс, качество. Баланс, давайте попробуем. FSR баланс. Ну что ж, с балансом, я не знаю. Нет, все равно до 40 опускается, но вроде бы было 35. При этом у нас, конечно, растет число артефактов. Всяких вот и таких вот. Вот если вы посмотрите сейчас на дальние вот эти вот рубежи, там тени моргают. И все. Выглядит немного странновато это все. А вот, но... Надо было взять Ты вернулся. молоточки кафе годятся только для... Нет, все равно 36 кадров. В общем, FPS все равно скачет. Вроде бы стало получше все равно как-то. То есть он до 30, там, 29, но нет, все равно 37 местами. Не могу никак определиться. Конечно, стало лучше, но стоит ли оно того? Мне прям не кажется, на самом деле. Нету гарантии. То есть я даже не могу сказать, что да, ребята, это настолько стало быстрее, что да, вот мы жертвуем качеством, производительности FSR. От Full HD это мы все смотрим, это, конечно, все мылит картинку и добавляет артефактов. Хотя надо сказать, что FSR выглядит неплохо все равно. То есть там это все, видимо, повышенной как-то четкостью компенсируется, поэтому у нас артефактов, конечно, становится все больше и больше. Но хотя бы замыленности какой-то жесткой нету. Ты исчезла так внезапно. Мы не В успели кат-сцене, остановить. посмотрите, провалилось аж до 20 кадров. Итан, Видимо, за счет какой-то сверхвысокой детализации людей Согласно этике, и большого числа, я не знаю почему, 20 кадров. но я думаю, А у нас стоит FSR, высокая производительность, вы видите, даже там все трясется, но я... какие-то артефакты у нас есть. Наша? А вот, Надо вручить и все, пока опять не сбежала. зачем? надо сказать, что сам режим FSR выглядит как бы лучше, чем мог бы. Но это не помогает применительно к частоте кадров. У нас там буквально вот до 17 уже проседал. 17 FPS, 19. Красиво. Это я, конечно, понимаю, что кат-сцена. Солнце. Эти Но если будет дальше какой-нибудь замес, где будут люди, роботы, все остальное, то, ну, в общем, вы поняли. Я думаю, что на этом можно заканчивать. Мы посмотрели сегодня все настройки этой красивой игры. Включили и масштабирование, выключали сглаживание, от этого толку никакого. Поэтому я думаю, что применительно к Full HD и данной видеокарте, давайте еще раз проверим. Но вы как бы гипотетически вы можете играть на самых высоких настройках, но вы видите, FPS не просто нестабильный, он проседает иногда в кат-сцене до 20. Никто не знает, не просядет ли у вас во время боя до 20, что вы будете тогда делать. А вот, то есть, на мой взгляд, этот режим, он просто, ну, не настолько играбельный. То есть сейчас все нормально достаточно, вот видите. Вот, там где-то там 50 кадров, у нас 60, как хорошо. Но в других местах у нас 40, 30, там 20. Это, ну, настолько большой и сумасшедший просто разброс, что здесь даже трудно вычленить какие-то конкретные кадры, сколько всего. При этом стоит FSR с высокой производительностью. Я бы не стал бы этим пользоваться в таком виде. Я бы поставил бы, например, качество максимум, не снижал бы меньше. Ну, даже и здесь, вот вы видите, вот то, что у нас артефакты присутствуют, но их просто будет меньше. Это у нас сейчас FSR качество. И в этом месте сразу вместо 44, там, да, у нас 39, 38. И это с FSR. Да, беда. Поэтому я рекомендую все-таки для данной видеокарты играть на высоких настройках. А может быть даже на каких-то кастомных настройках. Ну, то есть здесь хотя бы не 30, а 50. То есть вы видите разницу, да? То есть порядок идет такой, что не 30, там 7, а 54.
Поэтому здесь все совсем по-другому. Здесь совсем другой отклик для действий будет и так далее. Да, здесь тоже какие-то проседания есть. Вот 47 мы видели. Ну, наверняка они будут. Но, в общем, я думаю, что меньше 40 проседать не будет точно нигде. И все-таки большую часть игры просто бегать туда-сюда, по руинам, по всяким, у вас будет достаточно высокий FPS. А вот, не думаю, что вам придется снижать настройки. Так что, такой вот вывод. Ставьте для Radeon 6600 XT просто высокие настройки качества. Можете подстроить их как-то дополнительно под себя, но это будет, наверное, лучшим вариантом. Это то, что неплохо тянет эта видеокарта. На этом все. Встретимся в других видео.